Что будет, если из Assassin's Creed Black Flag убрать тамплиеров, паркур, свободное перемещение по суше, вырезать всех персонажей и сумасшедший сюжет про сосуды с кровью древних, затем избавиться от абордажа и набора команды, перенести место действия из красочных Карибов в мутные воды африканского побережья, взять деньги у правительства Сингапура и на 11 лет закрыть целую студию работать над игрой исключительно про онлайновые морские сражения, как в той же самой Black Flag. Конечно же, получится новое слово в непопулярном жанре. Игр про пиратов ведь можно по пальцам сосчитать даже после ошеломительного успеха Black Flag. А значит, своего лоха, в смысле покупателя, проект точно найдет. Найдет ведь, правда? Вы на StopGame.ru, и я хочу сказать Ubisoft следующее. Твоя Skull and Bones полная и непролазная дерьмо. Мы с Ubisoft оба знаем, что начинать нужно с хорошего. С первых секунд Skull and Bones погружает игрока в сражение на парусниках. На пальцах объясняет, как тут стрелять из пушек и управлять кораблем, а затем шлет потопить французский флот. Тут становится ясно, что морские бои слегка изменились за лето. Если в Black Flag для залпа приходилось поворачивать галку боком и сводить горизонтальную линию на вражение, то в Skull and Bones прицел свободный. Вы вольны крутить его на 360 градусов и таким образом выбирать борт, с которого произведете залп. Но полетят ядра в направлении прицела, а не строго прямо. Нужно это просто потому, что для затопления врагов теперь недостаточно просто фигачить из всех стволов. Теперь приходится выцеливать слабые места. Местные титаны судостроительной мысли то додумаются бочку с горючим повесить на корме, то неудачно залатаются, и если попасть в эту точку, урон многократно увеличится. Поэтому новую игру можно смело назвать шутером на кораблях. При этом ощущается все прилично. Циферки и хитмаркеры работают на ощущение импакта, а неизбежный взрыв врага при убийстве дает чувство превосходства. Только не забывайте, что дело происходит в море, а значит темп изрядно занижен. И если сперва все более-менее терпимо, то к 100-му часу процесс начинает задалбывать отсутствием динамики. Не помогает делу и искусственный интеллект. Активно маневрировать часто и не нужно. Можно просто встать на месте и монотонно решетить цель из своей самой мощной пушки. Вопреки некоторым отзывам западных рецензентов, я не согласен, что управление парусником здесь какое-то сложное. Напротив, все очень базово и просто. Аркадно. У судна есть 3 степени ускорения, и лучше всего оно идет по направлению ветра. Но ветер особой роли не играет. Даже если он будет дуть прямо в рожу вашему капитану у штурвала, вы сохраните достаточно скорости, чтобы довольно быстро плыть куда нужно. И едва вы пощупаете прелестную сторону Skull and Bones, как вас затопят по скрипту и отправят час кататься на шлюпке от одной говорящей головы до другой. Если вы думали, что тут эффектный пиратский экшен, забудьте. У современной Ubisoft ничего, кроме ужасающей масштабом дрочильни, кажется, получиться уже не может. Поэтому даже свой первый полноценный корабль вас попросят не захватить, не угнать, а скрафтить из болотной руды, рваных тряпок и пары палок. Я не утрирую. Да и в целом ничего другого здесь было бы невозможно сделать, потому что в Skull and Bones просто нет ничего, кроме фарма, гринда и перестрелок на воде. Здесь даже героя нет, чего уж там. Наскоро слепленный в бедном редакторе персонаж не более чем безмолвный манекен для тех немногих шмоток, что есть в магазине. По сути, он способен лишь ходить от кузнеца к купцу по скромным кишкообразным улочкам, а на корабле стоит исключительно за штурвалом, словно приколоченный. Есть в игре и неплохая кастомизация судна. Обвешать его украшениями и золотом можно хоть со всех сторон. Вот только это бессмысленно, ведь носовую фигуру вы увидите только когда будете цеплять, а по палубе пройтись и оценить всю красоту вам не дадут. Ваш личный борт здесь ничем не отличается от танчика в сессионках. Это нереальный объект мира, с которым можно взаимодействовать. Но не только со своим корабликом ничего нельзя сделать, с чужими тоже. Вы спросите, а как же абордаж? А я скажу, что абордаж в Skull and Bones — это хохма.
Вам нужно попасть крюком чуть выше линии палубы противника. Проблема в том, что попасть нужно очень точно, и есть неиллюзорный шанс промазать даже в упор, и пару минут тупо жать одну и ту же кнопку, пока враг будет медленно, но верно расковыривать ваши корыта. Но допустим, у нас все получилось, и сейчас как начнется двухсекундная кат-сцена, и все, дальше ничего не будет, только экран получения добычи. Ни тебе жаркого боя с капитаном, ни экшена. В Sid Meier's Pirates 2005 года это все было, а в игре 24 года за 70 баксов нет. Ну и да, напиться тут тоже нельзя. Что же тогда можно, спросите вы? Ну, например, собирать ресурсы. Это тоже выглядит как шутка, но почему-то оно здесь есть. Материалы можно подбирать возле мест их спавна, доставая из воды, или подплывая к берегу и включая мини-игру «Попади в зеленую зону». Прямо, как в мобильной дрочильне. Всякой древесины и парусины нужно много, поэтому заниматься этим придется часто. Но просто так тоже нельзя подплыть и забрать ценную руду. Чтобы ее взять, нужен инструмент. Кирка, серп, лом, и чем жирнее добыча, тем лучшего качества нужен инвентарь, а его тоже нужно крафтить. Крафтить здесь нужно все, и на все нужны чертежи, которые, слава богу, щедро сыплют за любые квесты. Ядра, еду для команды, ремонтные наборы, которые используются как аптечки для корабля, сам корабль, броню для него и пушки. Говорю же, крафтить можно и нужно все. Чем лучше предметы вы насоздавали для своей условной бригантины, тем выше ее уровень. А еще судно можно специализировать под определенную роль, это ведь кооперативная игра в конце концов. Так вы можете взять на себя роль танка, саппорта или ДД, но с момента открытой беты я не встречал людей, которые бы играли с друзьями. Поэтому все плавают на среднего класса судах, которые, средние во всем и позволяют гонять в одиночку. Неужели это все, спросите вы? А как же охота за кладами, сражения с легендарными пиратами, захват портов и фортов в конце концов? Не переживайте, все это есть. Но главная проблема Skull and Bones в том, что все идеи, которые на словах звучат будоражаще, на деле оказываются в лучшем случае посредственными. Так, карты с сокровищами регулярно валятся с потопленных врагов. Карты эти нужно читать и искать указанное место по зацепкам в них. Вот только, как я уже говорил, герой на суше способен только бегать по кишкообразным коридорам, и прибыв на место за кладом, вы будете минут 5 просто тыкаться носом в каждый угол в поисках кнопки взаимодействия. Интересно? Едва ли. Ни тебе опасного зверя возле золота, ни врагов, стерегущих его. Даже скелет не выскочит из-под песка и змея не укусит, потому что герой вне корабля не умеет драться вообще никак. То же самое и со сражениями с легендарными пиратами. Они неинтересные. Вы можете взять заказ на голову отпетого негодяя на мощном корабле, и он тут же заспавнится на карте. Нужно поспешить, ведь ивент ограничен по времени, и ваше судно должно быть соответствующего уровня. Но прибыв на место, вы обнаружите, что засранец плавает кругами и ничего не может вам противопоставить. Ровно как и вы ему, потому что нужно было плыть с друзьями, ведь враг очень жирный, но убить вас не может, если вы грамотно маневрируете и метко отстреливаете красные слабые точки. Интерес к таким уникальным событиям у меня пропал, когда я 10 минут разносил такой кораблик в щепки, отстрелил всех его миньонов, и пока заходил бортом на абордаж, истек таймер. Враг стал неуязвим и просто ушел в туман. Квест оказался провален, потому что мне не хватило пары секунд. Но мне повезло, что мы с врагом хотя бы были на одинакового уровня кораблях, потому как здесь реализована классическая юбисофтовская ролевая система. Если разница в 1 левел, будет сложно, но у вас есть шанс. Если в 2 левела, вам снесут мачту с одного залпа. А если вы вкачались сильнее, чем NPC, вам просто становится скучно, потому что они ничего не могут вам сделать. Но окей, а что же с захватом портов? Ну, смотрите. Есть в Skull and Bones города-хабы. Здесь нельзя ни с кем воевать, только брать квесты, покупать шматье и крафтить. Есть аванпосты. Не напрягайтесь, это временные лагеря местных народов и пиратов, где можно пополнить припасы и искать сокровища, захватывать не надо. Ладно, я спокоен, я расслаблен.
А есть мануфактуры и форты. Первые производят какой-то товар, и здесь нельзя высаживаться, только взаимодействовать с корабля, например, купить ткань на новый парус. А вторые, форты в смысле, стерегут ресурсы и очень жирные. Их можно лишь ограбить. Вот только экономика в Skull and Bones пусть и динамическая, цены на все постоянно обновляются случайным образом, но быть только торговцем вы не можете. Потому что нужно вам на новый корабль, например, 10 палок, а лесопилка продаст вам ограниченное число, штук 5. Где добыть еще? Топить лодки на торговых путях или разграбив лесопилку. Для этого нужно войти в особую зону возле нее, расстрелять защитные вышки, убить несколько волн врагов. Вуаля! Вы добыли еще немного дерева. А сразу после этого можете еще и продать украденное в том же месте. Они тут все отходчивые и быстро забывают, что вы вырезали половину их населения пару секунд назад. Если вы думаете, что это все какой-то праздник уныния, не спешите. Я еще не поведал о сюжете. Представьте, есть тут и такое. Сюжет тут высосан из щупальца Кракена. Сперва вы воюете по приказу пиратского барона Забулдыги со злыми французами, а потом переезжаете в зону посложнее, где воюете с такими же злыми голландцами. Чем же они такие злые? Ну, первые не дают пиратам грабить, а вторые притесняют местных и продают их товары на мировом рынке втридорого. На вопрос «А кто тут злодей?» у меня для вас ответа нет. Есть только две морды, дающих квесты, и все эти квесты сводятся к тому, чтобы ты поплыл потопить корабли. Кто руководит французами? Ну, они злые, поэтому потопи их. На одном из кораблей наверняка есть кто-то, кто всем руководит. Кто из голландцев придумал разводить местных? Не знаю, кто-то на одном из их кораблей. Потопи их. Ни тебе интриги, ни тебе противостояние, ни даже разнообразие в квестах. Ничего. Помнится, с Black Flag Ubisoft Montreal так боялась монотонного геймплея, что придумала даже целую миссию по стелсу и преследованию на кораблях. Это, конечно, мрачнейший ад, но когда тебе в Skull and Bones в 100-й раз говорят «ты всех потопил, молодец, а теперь плыви и утопи еще», ты молишься, чтобы у тружеников из Сингапура хватило ума хотя бы стелс с преследованием на кораблях разочек тебе поручить. Второстепенные квесты туда же. Это все еще разные вариации задания «потопи корабли». Нужно добыть драгоценности – потопи корабли. Нужно вернуть реликвию – потопи корабли. Нужно захватить лесопилку – потопи несколько волн кораблей. Нужно отвезти контрабанду – по пути обязательно потопи корабли. Потопи корабли. Потопи корабли. Потопи корабли. Потопи корабли. Потопи корабли. Кстати, о контрабанде. Есть тут целая отдельная организация – Румпель. Эти ребята варят ром и опиум в подвалах. Ну, как они? Вы варите ром и опиум в подвалах. Сперва нужно узнать, где добыть сырье, сплавать и привезти в винокурню. Затем отдать рабочим, чтобы они приготовили ваше пойло. При этом учтите, что обработка ресурсов в полноценные товары происходит в Skull and Bones по таймеру, как в мобилках. И вы вполне успеете сходить приготовить поесть, пока это происходит. Но это еще не все. Нужно полученный продукт еще и выгодно кому-то загнать. А это уже копия квестов про бизнес из GTA Online. Пока вы везете свой опиум, отрубается быстрое перемещение, и за вами начинают охоту злые пираты NPC, которые спавнятся у вас за спиной, и другие игроки. За выполненный контракт получаете пиастры. И пиастры – это не основная ваша валюта. Основная – серебро. За него покупается еда, вода и почти все вообще. А за пиастры покупаются лучшие чертежи на черном рынке. Вот только легендарная пушка стоит 1000, а за развозку бухла платят 50. Иногда больше, иногда меньше. В общем, гринди по таймеру, дорогой. Прелесть в том, что это буквально все, что Ubisoft приготовила для эндгейма. В смысле, просто контрабанда доступна сильно раньше. Но когда вы достигнете самого высшего ранга, главарь 1, откроется возможность захватывать фабрики по той же механике, что и лесопилки. Они будут пассивно крафтить вашу выпивку. Больше захватили, значит больше доставок. А отсюда и лишние пиастры. Все по таймеру, все с прокачкой. Дрочи сколько влезет. Ведь если ты достиг уровня главарь 1, все только начинается, потому что впереди еще 2000 уровней главаря. А может и больше. Просто мы всем стоп-геймом устали листать. Возможно, 512 будет. Или 1024. Ну смотри, Альман, 747 ты должен будешь достичь.
Да, не буду. При всем уважении. Менюха Уважение такой. к кому? 7-го. Сингапуру. Ладно, хотя бы 69-й достигнешь тогда. И дальше пошло. Ну, это бесконечно, я уверен. И это я еще ни слова не сказал о том, что качество картинки на PS5 на уровне 2018 года. А на Series S Skull and Bones вообще местами выглядит хуже, чем Black Flag на PlayStation 3. Не рассказал о проблемах с убогим интерфейсом, в котором элементы накладываются друг на друга, куче багов, пинге, об отсутствии PvP, которое включается только в ивентах и никак не оживляет мир и не разбавляет гринд. Не рассказал, что тут есть кооперативные события по ограблению особо жирных караванов, расковыриваемых только в пати. А собрать пати сложно, так как встретить других игроков получается очень редко, по чистой случайности и чаще всего в хабе. Я не понимаю, почему Yves Guillemot окрестил Skull and Bones 4А проектом и оправдал ценник в $70 тем, что это якобы очень большая игра. Skull and Bones небольшая. Я провел в ней уйму часов в надежде, что через какое-то время наконец-то начнется какой-то контент, хоть что-то интересное. Но секрет в том, что здесь нет контента. Здесь нет ничего интересного. Мастера из Сингапура взяли лучшую идею из Black Flag, растянули ее на сотни часов и вырезали все, что выгодно оттеняло морские бои раньше. Я искренне уверен, что кораблики в Black Flag многим так понравились, потому что тогда Ubisoft выдержала баланс, постоянно меняя условия. Ты кромсаешь врагов в полях, потом мчишься по крышам, затем лезешь на вышку, прыгаешь на галку, расстреливаешь испанцев и лихо берешь их на абордаж, а потом ныряешь в лазурную водичку и собираешь сокровища. Да блин, в древних Корсарах тоже всего этого не было, но даже она увлекала. Увлекала симуляцией мира. Это была Mountain Blade на воде. А в Skull and Bones от симуляции только динамическая экономика, над которой могли вообще даже не заморачиваться. Ее влияние весьма условное. В этом мире ты ничего не захватываешь себе. Не можешь стать губернатором или главой флота. Здесь ты только расстреливаешь дурачков и лечишься аптечками, если дурачки огрызнулись. Это интересно и прикольно первое время. Но на 10-й час однообразного пуляния ядер начинаешь уставать от медленного темпа, монотонного процесса и недостатка эмоций. Морская тема все еще хороша, но не сама по себе. Без всего того, что сингапурцы вырезали из Black Flag, просто плыть и стрелять становится скучно. Skull and Bones не раздражает, но и не радует. Она просто никакая. А самое печальное, что за 11 лет никто в Ubisoft так и не придумал для этого проекта конечную цель. Ты просто должен стать главарем пиратов. Вернее, сперва главарем 1, а потом главарем 1000 и так далее. Ты не найдешь себе врага, не найдешь проклятое сокровище, не напьешься с друзьями и не блеванешь в ведро, как в Sea of Thieves. Ты просто должен бесконечно топить гребаные корабли. Да блин, тут даже персонажей и истории нет. Местным 4 говорящим головам до черной бороды и Джеймса Кидда с Сэн Бонни как до луны. И не сказать, что приведенные в пример герои прямо уж сильно хороши. Кому-то наверняка понравится бесцельно заниматься одним и тем же. Возможно, с новыми сезонами игру сильно расширят, дополнят, переделают в конце концов. По всем параметрам это уверенный проходняк, в который погоняешь вечерок и забудешь, но за 2 недели с открытой беты я настолько истощен ее унылым однообразием и так разочарован тотальным непониманием разработчиков простых вещей, которые делают миллион прикрученных механик интересной, полноценной игрой, что рискну окрестить Skull and Bones мусором. Ни за что не берите ее по full прайсу. Не берите даже за 50%. В лучшем случае возьмите подписку Ubisoft, чтобы в момент, когда почувствуете, что игра высасывает вашу душу как дементор, суметь поиграть в любую другую дрочильню французской конторы. До встречи где угодно, только не в Skull and Bones.